Приветствую вас, мои друзья! Вот Dodge Stratus Coupe. Он никогда не был полноприводным и уж тем более турбовым. И вот вам мой вариант, как это сделать. Вот тебе раздатка, иди и делай полный привод. Вы уже, наверное, поняли, он делает, а я говорю. В этом видео я не буду разыгрывать автомобиль подписчику, не разобью машину о столб и не поставлю мотор от Subaru в Запорожец. Секрет многочисленных просмотров и успеха именно в таких шоу, а я продолжаю свой путь. Я строю машины с максимально возможными заводскими решениями. Машину для города должны обслужить в любом СТО в мире, а не только в руках кастомайзера. Конечно, не всегда есть возможность применить заводские решения. Иногда приходится делать кастом. Но идеальная переделка, по моему личному мнению, это та, что стоит только из заводских решений. Пусть это и разные заводы. Dodge Stratus Coupe никогда не был полноприводным, и уж тем более турбовым. И вот вам мой вариант, как это можно сделать. Мотор 2 литра турбо от 8-го Evolution. Автоматическая полноприводная трансмиссия от EVO версии GTA. Кронштейны крепления. Опоры двигателя. Кардан. Привода. Раздатка. Подрамник. Рычаги. Кулаки. Лыжа крепления. Все это можно назвать свап-кит. Свап-кит, чтобы сделать Dodge Stratus Coupe, 3-й Mitsubishi Eclipse и Chrysler Sebring полноприводными. Изначально это был мотор 4G63 от Mitsubishi Airtrack, но теперь мы его будем называть EVO мотором. В нем заменили турбину, распредвалы, клапанную крышку с катушками и осталось заменить впускной коллектор на EVO и будет 100% EVO мотор. Коробка передач автоматическая, 5-ступенчатая, в данном случае чисто от EVO, но аэротрековая на 95% то же самое. Это я все к тому, что не тратьте деньги на EVO доноров, если это, конечно, не 9 или 10 Эвик. Все, в общем-то, просто. Мотор с трансмиссией ставим в кузов автомобиля. Стоп! Неужели все так просто? А как же все разобрать? Выкинуть ненужный хлам и, конечно, примерить варианты будущей конструкции. На видео все выглядит быстро. На самом деле этот процесс занимает примерно 2-3 дня. Ладно, продолжим ставить мотор. Это стандартная опора двигателя от EVO. Она прикручивается в свое штатное место на коробке передач и устанавливается в заводское крепление на кузове машины. Это также опора двигателя от EVO, она устанавливается со стороны ГРМ. Ха! Вы думаете, все так просто? Взял и прикрутил? Опора со стороны АКПП хорошо подошла по геометрии к кузову, хотя на ее место были еще претенденты. А вот опора со стороны ГРМ делала мозги очень долго. Я выбрал 4 варианта от разных машин. Родная опора от мотора Dodge, опора с Eclipse G2, Mitsubishi Legnum и от Evolution. Первая
вполне могла остаться тут навсегда. И владелец машины долго настаивал на установке именно родной опоры, рассказывая, что где-то кто-то так делал, но я не знаю, кто и где. Она действительно очень близка к тому, что надо, но не совсем. Мотор чуть выше, чуть правее, и вот сумма этих чуть-чуть не дает мне жить спокойно и почувствовать дзен. Далее две подушки, которые не подходят и хороши как заготовка для модификации. Но это крайний случай. Их удобно переделать в то, что мне нужно, но я хочу подобрать заводской вариант, чтобы впоследствии ремонт не требовал больших вложений. Подушка от EVO мне нравится по всем параметрам, но ей не хватает вылета. Она отлично центрует мотор, но прикрутить ее в штатный кронштейн на моторе не получится. И тут приходит на помощь универсальность моторов серии 4G. С небольшими доработками подушка от 63-го EVO мотора в паре с кронштейном от 64-го мотора встает в кузов Доджа или 3-го Эклипса. Теперь этот мотор может прикрутить на свое место даже самый безрукий механик на любом СТО. Но вот пришло время кастома. Мой автограф на теле этой опоры красноречиво говорит, что она уникальна. Штатный алюминиевый кронштейн от коробки передач не подходит к новому подрамнику. Поэтому надо сделать свою конструкцию, но по заводским принципам. Сначала макет и трафарет, а потом 10 раз снять, поставить мотор для примерок. Теперь этот оригинальный кронштейн можно добавить в каталог запчастей как оригинальное крепление полноприводной автоматической трансмиссии. А дальше основа всей передней трансмиссии. Это подрамник. Это подрамник от 3-литровой версии Доджа и Эклипса. Он алюминиевый, с более высоким тоннелем и чуть выше расположенной рулевой рейкой. В целом модифицировать можно и родной железный подрамник. Я подобное делал на EVO Clipse. Но более штатно будет выглядеть именно этот алюминиевый подрамник. В нем придется на пару сантиметров увеличить пространство для прохода хвостовика раздатки, и при необходимости есть место, куда поднять крепление рулевой рейки. Хотя в этот раз я обошелся без этой операции.
Теперь место для установки раздатки есть, опора готова и можно прикручивать конструкцию к кузову. Вроде бы все встает в штатные места. Но вот не во все. И снова снимать мотор. Пилить, варить. Дело в том, что переднее крепление у трехлитрового подрамника находится на 4 сантиметра ниже, чем крепление железного подрамника. И штатно на лонжероне трехлитровых Dodge и Eclipse сделан выступ и заложен длинный болт крепления. Я не знаю, чего выдумывают эти заморочки на заводе производителя автомобилей. Элементарная логика подсказывает, что куда проще и дешевле было сделать однотипное место крепления всех подрамников. Но с логикой у инженеров Mitsubishi по жизни были проблемы. И мне придется удалить короткий болт из лонжерона, создать свой такой же, но более длинный, и сделать возвышение под крепление подрамника. Болты, кстати, я купил в магазине грузовиков. 160-мм болт крепления рессора от КамАЗа. И вот теперь все прикручивается в штатные места. И опять любой криворукий механоид не ошибется при ремонте. Задняя опора. Правильнее назвать, конечно, ее левой опорой двигателя, но вот это та опора, что крепится на подрамнике. Это оригинальная опора от трехлитровой версии, штатно прикручивается к подрамнику и теперь штатно прикручивается к моей кастом-опоре. А вот переднее, оно же правое крепление мотора и его кронштейн. Штатная подушка от 2.4, конечно, болтон прикручивается к лыже от 2.4, но меня не устраивает она конструктивно. На полноприводных версиях обычно более жесткие подушки, и они имеют ограничители качения. Поэтому за основу я взял переднюю подушку от Mitsubishi Endeavor и из двух штатных кронштейнов сделал для нее опору. В общем-то, теперь вряд ли кто отличит этот узел от заводского. Стабилизатор поперечной устойчивости не понес никаких изменений, за исключением полиуретановых вставок его крепления. А вот штатная растяжка моторного отсека, она же попросту выше. Спереди крепится в заводское место. С задним креплением пришлось поколдовать. Вся заморочка в том, что лыжа-то подошла почти идеально.
Понадобилось лишь небольшое смещение вправо, чтобы зазоры до коробки передач были одинаковые с обеих сторон. Но вот места крепления лыжи у железного и алюминиевого подрамников отличаются. А ребро жесткости, которое усиливает подрамник, надо обязательно сделать. Поэтому переношу отверстие дальнего крепления и делаю проставку с доступом к ближнему болту. Теперь это силовое ребро как с завода. Болты прикручиваются штатно. А вот та самая главная деталь. Центр полноприводной трансмиссии Mitsubishi. Трансфер или раздатка. Конечно, для того, чтобы она так легко встала на свое место, нужно повторить все действия, рассказанные ранее, раз по 20. Притом ровным счетом абсолютно все действия. Сотню раз снять и поставить мотор, разобрать и собрать всю подвеску. И навесное. И, конечно, я не буду повторять весь этот процесс со всеми проделанными модификациями. Теперь она просто прикручивается на свое место. А дальше привода. Это оригинальные привода от EVO с 7 по 9. И в паре с передними кулаками от того же EVO, а мы поставили именно их, все ставится штатно без нюансов. Так же, как и элементы подвески. Ну и заключительная деталь этой эпопеи – это кардан. Крепление для него я сделал еще в прошлой серии этого рассказа, и теперь осталось его закрепить. С небольшим условием, что по длине-то мы его еще не примеряли. Конструкция в сборе первый раз, и только сейчас станет понятна длина кардана. Но тут везение на моей стороне, и кардан от Mitsubishi Legnum подходит на 100% в размере нашего доджа. Никаких модификаций с карданом делать не пришлось, хотя при установке на третий Eclipse его придется подрезать. Но это тема не этого рассказа. А впереди еще много работ по выхлопной системе
спуску, электрике. А пока все 4 колеса со шлейфом и столбом пыли крутятся от одной человечьей силы, приложенной к кардану. Вот так. Видно, что все 4? Не, ну точно вам говорю, все 4 колеса. Я же по традиции прошу вас поддержать мое творчество лайками, комментариями и самое главное репостами. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте его друзьям. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока. Хотя нет, еще не все. Впереди вас ждет пара приколов со съемок. Что снимать предполагается? Ну, сейчас я буду это все на месте ставить. Ну, проблем нет. Так, все, начинаем, да? Да. Смотри, ты вот здесь будешь, потому что я буду сейчас только вот там. Хорошо. Это пока все. По одной подушке будем потом ставить. Когда мотор уже подниму, тогда будем уже со столиком работать. Пока столик ни при чем. Угу. Сука, блогеры. Бложут. Вчера мне понравилось, как это, блядь. Здесь 5 блогеров было, я 50 камер, такие чук-чук-чук со всех сторон, блядь, слоумо там, нахуй. А у него с ним команда приезжала целая? Ну, его оператор. Его оператор, он Серега. Ну, а наши все вокруг еще бегали бы. Наши блогеры. Особенно местные, вот эти, которые там таскают тележки туда-сюда. Все снимали без перерыва. На сервис их загоняют перед тем, как купить. Не знаю, она у меня стояла 2 года. Стояла вообще заржавелась. Ну да, кусок ржавого говна. Он будет это обратно ставить или уже? Я думаю, здесь нечего ставить. Вон, видишь? Ну да, при большом желании, да. Так. Сука, сейчас разобью ему. Гребаную машину. Блядь, сейчас мне... Лонжерон войдешь туда, блядь, сука, а. Если там не было резьбы, а теперь там есть. По голове получал? Да. Сочувствую. Можешь подержать что-нибудь? Кроме стедика. Нет, лучше держи. Блять, надо ебаный молоток взять и ударить 1 раз. Ну что, нельзя было почистить до блеска подрамник, что ли? А кто чистил? Хозяин кто же. Говорю, помой. Помой его. Он больше не отмывается. У всех отмывается, но не отмывается. Давай, херач. О! Даже кадр получился порнографичный прям. Сочный.